Глава 159. Это действительно был Инь-Юй. Он все еще держал в руках лопату повелителя земли. Имея при себе этот артефакт, даже проглоченный горным чудищем, он смог быстро выкопать проход и освободиться из плена. Поэтому его появление здесь нельзя назвать неожиданностью, ведь грохот, учиненный Цюань-Ичжэнем, мог потрясти целую гору. Поскольку оба глаза видели разную картину, принц с непривычки испытал неприятные ощущения и поморгал, благодаря чему заметил необычную деталь: если закрыть правый глаз, изображение не пропадает, поэтому принц просто закрыл оба. Неожиданно картинка содрогнулась и задергалась из стороны в сторону. Видимо, Цюань-Ичжэнь наконец очнулся и потряс головой. Инь-Юй молниеносно скрыл лицо под маской демона. Впрочем, Цюань-Ичжэню было не до него, только он пришел в себя, как его резко дернуло назад. Горное чудище вновь вернулось к поглощению жертвы, покуда руки оставались снаружи. Цюань-Ичжэнь непрестанно колотил по стене кулаками, всеми силами пытаясь высвободиться. Но горное чудище, возраст которого насчитывал по меньшей мере 1000 лет, обладало мощной демонической силой. Оно вновь открыло рот и сделало глоток, от которого Цюань-Ичжэнь глубже погрузился в стену. Наконец грохот затих, судя по всему, обе руки бога войны оказались внутри стены. В тот же миг чудище прекратило затягивать его, однако голова Цюань-Ичжэня до сих пор оставалась снаружи. Кажется, лишь теперь он обратил внимание на настоящего перед ним человека и без раздумий спросил: «Ты кто такой?» Инь-Юй не ответил, глядя на него через отверстие в маске. От этого взгляда мороз бежал по коже. Селянь не удержался от мысли: совсем не похоже на того, кто собирается предаться воспоминаниям о былой дружбе. Цюань-Ичжэнь продолжал бесхитростно вопрошать: «У тебя в руках лопата. Помоги раскопать стену, я хочу высвободиться». Его речи всегда были такими непосредственными, будто так и должно, бесстрашными, беспечными, как у ребенка. Он даже не узнал, кто перед ним, а уже попросил о помощи, совсем не задумываясь, что появившийся в подобной обстановке незнакомец может запросто отсечь ему голову. Когда Инь-Юй услышал просьбу, ладонь, сжимающая лопату, медленно сжалась. Спустя мгновение он, с блестящей лопатой в руке, неторопливо направился к Цюань-Ичжэню. Шаг за шагом, словно убийца, готовящийся совершить страшное преступление. От такого зрелища Селянь ощутил неясный страх. «Постой, почему у меня ощущение, что он хочет ударом лопаты отрубить Цзину голову?» Хуачен неожиданно ответил: «Очень может быть». Хуачен добавил: «Впрочем, пока нельзя позволить ему убить Цюань-Ичжэня. Горное чудище может только поглотить его, но не переварить. Однако стоит Цюань-Ичжэню умереть, останется только труп, который чудище с легкостью переварит. Небожитель станет серьезной подпиткой магических сил чудища, и, боюсь, выбраться из его чрева нам будет уже чуть сложнее». Селянь поспешно сказал: «Постой, постой. Сань-Лан, пока оставим вопрос о пищеварении чудищ. Инь-Юй, твой подручный. Как ты считаешь, зная его, способен ли он убить Цзина?» Между ними существует столь серьезная вражда, что требует мести. Цзин активно пытался найти Инь-Юя, а также являлся когда-то его шиди, обучался у того же мастера. За столько лет он не мог не узнать характер Шисюна. Принц считал, что, по мнению Цюань-Ичжэня, Инь-Юй заслуживал таких стараний. Сам же Цюань-Ичжэнь никак не походил на человека, способного совершить поступок, который вызовет желание его убить. Хуачен ответил: «Нет. Но иногда желание убить кого-то не решается только враждой и жаждой мести. Иногда причина кроется в мелочах, которые ты сам можешь не замечать». В каких мелочах, стоило принцу задать вопрос, и картинка в правом глазу изменилась. Теперь он видел не красное одеяние на груди Хуачена, но и не глядящих друг на друга человека и голову у каменной стены. Перед ним развернулась широкая улица. Селянь хотел было спросить, что это, но тут впереди послышался шум и крики. На дороге собралась толпа, люди громко бранились, окружив что-то.
Принц присмотрелся и заметил в центре круга сидящего на корточках ребенка. Его голову усыпали кудри, а лицо заливала кровь. Иной малыш на его месте давно заплакал бы, напуганный бронящейся толпой. Но этот мальчик, лет 10 на вид, не только не боялся, а наоборот, вид имел вполне радостный, все оглядывался по сторонам и сжимал кулаки, будто с нетерпением готовился ринуться в бой. И вдруг через толпу пробрался юноша, который сказал: «Ну ладно, довольно ругаться». Думаю, он осознал вину. Селянь тихо вздохнул от неожиданности. Ясный взор, светлый лик, прямая, как пищая кисть, осанка. Это был Иньюй. Возможно, тогда Иньюй был по-настоящему юн, а может, все дело в энтузиазме на пути праведности, но сейчас этот облик еще не истерся годами до мрачной блеклости. По крайней мере, образ был намного ярче первого, весьма тусклого впечатления, которое осталось о нем у селяня. Кто угодно сейчас восхитился бы этим прекрасным юношей. Казалось, он и нынешний Иньюй — два совершенно разных человека. Принц подумал, и ведь здесь он вовсе не такой неприметный. Хуачен рассмеялся. Кто из нас не был молод? Селянь понял, что та фраза неосторожно ворвалась вслух. Саньлан, твой правый глаз способен видеть даже такие вещи. Это не мой правый глаз, а кое-что другое видела. Я лишь воспользовался чужим зрением, не более. Замечательно. Чудесная магия. Все просто. Если выбираешь себе подручного, придется перевернуть вверх дном все его прошлое, без этого никак не обойтись. А уж в этом я, можно считать, мастер. Если ГГ когда-нибудь понадобится узнать чью-то подноготную, без стеснения обращайся ко мне. Тем временем события, которые они видели правыми глазами, продолжали развиваться. Другой ученик монастыря, возрастом схожий с Иньюем, гневно воскликнул, осознал вину. «Держи карман шире. Погляди на него, похож он на того, кто осознал вину. Этот мелкий демон вообще ничего не понимает. Мы спокойно занимались утренними тренировками, а он закидал нас камнями и грязью, больно смотреть. Нужно как следует его проучить». Иньюй удержал крикуна: «Оставь его, Цзяньюй». Его и так уже побили до такого состояния, что в следующий раз он точно не посмеет совершить подобное. Да и вы давно выпустили пар, куда еще его учить? Еще немного, и урок будет стоить ему жизни. Поглядите, как он одет, наверняка у мальчика нет никого, кто мог бы его воспитывать. Оставьте его. Идемте, умерьте свой пыл. Цзяньюй развернулся и гневно бросил: «Я тебе вот что скажу. У этого паршивца с головой непорядок, он ненормальный. Посмотри, его избили, а он еще и хихикает». Опять напрашивается на трёпку. Иньюй, подталкивая собратьев, вздохнул: «Эх, ты же сам говоришь, что у него с головой непорядок. Зачем с таким припираться?» Было видно, что в те времена слова Иньюя среди его однокашников имели немалый вес, юноши все еще негодовали, но все же послушали его и направились прочь. Иньюй же, посмотрев на сидящего на земле мальчишку, присел перед ним. Но не успел сказать ни слова, тот схватил пригоршню грязи и с довольным видом запустил ему в лицо. Иньюй, не успев даже увернуться, помолчал несколько секунд, стер грязь с лица и сказал: «Ну что за ребенок? Почему ты такой непослушный? Зачем напал на учеников нашего монастыря?» Мальчик подпрыгнул и встал в стойку, готовый к бою. «Давай драться». Иньюй поднялся и спросил: «Это боевая стойка нашего монастыря? Кто тебя научил?» Но мальчик только кричал: «Дерись!» и подпрыгивал на месте, подобно глупой обезьянке, при этом то и дело хватал с земли грязь и бросал в противника, на удивление метко. Иньюй был намного старше мальчика, и положение не позволяло ему драться с ребенком. Вместо этого он побежал прочь, на бегу выкрикивая: «И это тоже техники нашего монастыря. Ты что, целыми днями висишь на стене и подглядываешь за тренировками? Перестань, я сказал, хватит бросаться. Я ведь тебя не тронул. Тебе что, так сильно нравится драться?» И вдруг ребенок остановился, кивнул и, потирая запачканные грязью руки, ответил: «Нравится».
Он ответил абсолютно честно. И Селянь, и Инь-Юй оба удивленно застыли. Без слов становилось понятно, кто этот мальчик. Селянь не сдержался и вздохнул. Цин поистине помешан на драках. Прирожденный бог войны. Пускай тогда остальные считали Цуань и Чжэня больным на голову ребенком, Селянь ощутил исключительное чувство родства. Поскольку только помешавшись на чем-то, впоследствии сможешь достичь в этом деле уровня божества. Если найдется кто-то, способный понять такое помешательство, то можно говорить о перспективах и надеяться, что из этого выйдет толк. Если же таковых не найдется, и люди станут лишь называть ребенка больным и дурачком, начиная с той самой секунды совершенно ясно, на этом пути ему надеяться ни на что. Инь-Юй замер и снова рассмеялся. Впрочем, долго ему смеяться не удалось, в лицо вновь прилетел ком грязи. «Эй!» Тут же воскликнул он. «Я же просил, хватит в меня кидаться. Выслушай же. Может, поступишь в ученики нашего монастыря. Поучишься, как надо драться». Цуань Ичжэнь остановился, сжимая в руке ком грязи, только неизвестно, отправил ли он его в полет. Селянь этого не увидел, поскольку в тот же миг Инь-Юй в настоящем времени с громким звоном вонзил лопату повелителя земли в стену. Он не задел голову Цуань Ичжэня, но острый металл просвистел в опасной близости от лица бога войны. Спрятанная в волосах Цуань Ичжэня бабочка осталась сидеть смирно, ее не потревожил внезапный взмах лопаты, но Селянь, увидев произошедшее, невольно воскликнул: «Нет, Хуачен, похоже, предвидел подобную реакцию и сказал: смотри». Порыв такой действительно был. Но пока жажда убийства не настолько сильна. Цуань Ичжэнь, у которого снаружи осталась только голова, подал голос: «Хочешь убить меня?» Инь-Юй молчал. Цуань Ичжэнь, недоумевая, спросил: «Я что-то сделал не так?» Селяня интересовало то же самое. Он что-то натворил. Хуачен ответил: «Трудно судить». «ГГ, взгляни сам». В следующий миг Селянь вновь увидел правым глазом другую картинку — монастырскую келью с белыми стенами и черной черепицей. Кажется, Инь-Юй стал старше на несколько лет. Он как раз склонился над столом, кисть в его руках парила как стрела. А вокруг собрались возмущенные соученики, которые так и сыпали жалобами. Собрат Инь-Юй, Цуань Ичжэнь за едой являет собой ужасающее зрелище. Каждый раз пища летит во все стороны, да еще съедает он втрое больше, чем остальные. Живой, а ведет себя как призрак умершего от обжорства. Так насел в одиночку на катку с рисом, что остальные не наедаются. Собрат Инь-Юй, не могу я больше с ним жить, хочу в другую комнату переселиться. Он каждый раз просыпается в ужасном настроении, и я боюсь, что однажды он одним пинком переломает мне ребра. Мне с таким нравом не совладать, никак не совладать, собрат Инь-Юй, я больше не пойду с ним в дозор, этот негодник никогда никого не слушает и не умеет работать в паре. Только и знает, что раздавать тумаки направо и налево, лишь бы свою удаль показать. Я готов быть дозорным в паре с худшим Шиди, но только не с ним. У Инь-Юя от этих жалоб голова пошла кругом. Ладно, ладно. Что ж, давайте поступим так. Я проведу расследование, а после подумаю, как с этим быть. Ступайте пока к себе. Громче всех стучал по столу, конечно же, Цзянь-Юй. Ему такое решение явно пришлось не по нраву. Инь-Юй, тебе не следовало просить мастера принимать в ученики этого негодника. С ним только хлопоты ступили на наш порог. Посмотри, он так давно присоединился к нам, но ни дня не прошло, чтобы он не устроил беспорядок. Ни дня не прошло, чтобы он чего-то не испортил. Под напором негодующей толпы Инь-Юй примиряющим тоном произнес: на самом деле проблема не так уж велика, не так уж велика. Вся чистота и покой здешней атмосферы уничтожены без остатка. Мы должны совершенствоваться в отрешенности, но как совершенствовать то, чего нет, да. Ведь раньше здесь ничего подобного не было, Инь-Юй только и мог что сказать, и Чжэнь ведь это не со зла. Просто ему в самом деле неведомы житейские истины, он не очень понимает, как уживаться с людьми. Цзянь-Юй возмутился, но ведь незнание житейских истин
это вам не золотой жетон безнаказанности. Если не понимает, что же не учится. Раз он живет в мире, населенном людьми, должен учиться, как уживаться с другими. Ему уж второй десяток пошел, нельзя же до сих пор вести себя как малое дитя. В его возрасте некоторые уже отцами становятся, я уж не говорю о предвзятости мастера. Сколько лет негодник уже живет с нами? С первого же дня все самое лучшее достается ему, лучший тренировочный зал, ему лучшие снадобья, что изготавливается каждый сезон, тоже ему, даже от утренних и вечерних занятий его освободили, и священные тексты ему зубрить не нужно. А если мастер с него спрашивает, он для виду прочитает пару строк, а его даже не ругают. С какой такой стати? Собрат Иньюй, это ведь ты, старший ученик, и достанься это все тебе, никто бы слова не сказал, приняли бы как должное. А он кто такой? Ни воспитания, ни добродетели. Раз природа одарила талантом, думает, что он особенный. Который из нас признает себя хуже него, в его речах слышалось желание посеять раздор, и остальные наперебой поддерживали. Иньюй вмиг помрачнел, пальцы крепче сжали кисть. Селянь невольно подумал, дело плохо. Даже людей с обычной выдержкой было очень легко поймать на этот крючок, а несдержанного человека, и подавно, и крючка не требовалось, он сам запрыгнет в сети. Если уж ткнуть его крючком, он и вовсе лопнет, однако, вопреки ожиданиям, Иньюй после секундных раздумий положил кисть, сдвинул брови и серьезным тоном ответил: «Собратья мои, я считаю, что ваши речи неверны». Пока ученики остолбенели, Иньюй продолжил: «Скажу без прикрас, неважно, какой путь вы избрали для совершенствования, но если на нем вас природа одарила талантом, вы действительно можете считаться особенными. А он, мало того, что одарен, еще и готов эту одаренность развивать тренировками. И если вы и впрямь думаете, что мастер к нему относится предвзято, давайте приложим усилия, чтобы его догнать и перегнать, тогда для нас нараспашку откроются и тренировочные залы, и хранилища лучших снадобий. Раз вы нашли время, чтобы злиться на него, не лучше ли потратить его на усердные тренировки?» Я прав, остальные тут же устыдились, потеряв интерес к спору, но все же сказали: «Шисюн, ты поистине великодушен. Не будем припираться с негодником. Да я только на своей злости оставлю его за 108 тысяч ли позади». Цзянь Юй же возразил: «Эх, Иньюй, сегодня ты за него заступаешься, но берегись, как бы впоследствии он не довел тебя до тошноты». В общем, для обеих сторон разговор завершился на неприятной ноте. Проводив соучеников, Иньюй закрыл за ними дверь и собирался закрыть окно, как вдруг увидел человека, который уселся прямо на окне на корточке. Он едва не подпрыгнул от испуга. Кто это? Цуаничжэнь, повесив голову, сидел на переплете. Иньюй разглядел незваного гостя и спросил: «Когда ты здесь оказался?» Он потянул парня в комнату, но тот не поддался. «Ичжэнь, если хочешь посидеть, посиди в другом месте, я закрою окно». Цуаничжэнь неожиданно сказал: «Шисюн, я всех раздражаю, да.